Сегодня, когда речь заходит о роскошной жизни, люди представляют яхты, шикарные автомобили, поездки в экзотические страны и дорогие аксессуары из реестра швейцарских часов. А как же жили люди столетия назад, в дореволюционной России? Что могли себе позволить самые богатые из них, а чем довольствовались бедные? Чтобы оценить ситуацию в плане оплаты труда при последнем царе, воспользуемся коэффициентом перевода 1282,29. Умножив зафиксированные в исторических документах зарплаты на этот показатель, мы получим реальные доходы граждан. Самые распространенные профессии – учитель в школе – 25 царских рублей или 32 тысячи на наши деньги. Обычный дворник имел зарплату в 23 тысячи, а старший получал целых 50 тысяч. Труд фельдшера оценивался в 50 тысяч рублей, а обычного рабочего – 48 тысяч. Кухарки получали мало – всего 5 царских рублей или 6400 рублей. Городовым платили 26 тысяч, а вот околоточным надзирателям участка — 64 тысячи рублей, капитаны — 79 тысяч рублей, подпоручики — 90 тысяч рублей, подполковники — 416 тысяч рублей, генералы — 640 тысяч рублей и выше. Для реальной оценки экономической ситуации и социальных стандартов следует оценить цены на продукты питания в переводе на нынешние деньги. Продукты питания. 1 килограмм пшеничной муки стоил 250 рублей, 1 килограмм мяса обходился в 610 рублей, 1 килограмм риса — 300 рублей, 1 килограмм рыбы — 800 рублей, 1 килограмм яблок стоил почти 100 рублей, 1 килограмм винограда — 500 рублей. Аренда жилья на те времена в Петербурге стояла 25, а в Москве — 20 копеек за квадратный аршин в месяц. Узнав, что в аршине 0,5 квадратных метров, мы можем провести расчет и выяснить, за квартиру в 50 квадратов по нынешним меркам в столице вы бы заплатили 25 800 рублей. Такое жилье в те времена мог позволить себе только статский советник, канцелярист, капитан и какой-нибудь другой важный чиновник. Обычные же люди снимали чердачные или подвальные помещения для жилья, отдавая за них незначительную арендную плату. Разумеется, после кровавых событий 1917 года и прихода к власти большевиков, информация о том, как жили крестьяне в дореволюционной России, трансформировалась в угодную партии пропаганду. Только сейчас начинает потихоньку проливаться свет на то, как жилось обычному селянину в конце КСИКС, начале XX веков. Как ни странно, крестьяне тоже владели землей. До отмены крепостного права в 1861 году помещики владели только 1/3 земель. Все остальные территории принадлежали государству. Земли, пригодные к обработке, передавались сельским общинам. После известной реформы помещики отдали часть своих владений крестьянам — 34 миллиона десятин со 121 миллиона десятин, и каждый год были вынуждены продавать землю, покупателями которой были именно обычные сельские жители. Таким образом, в 1905 году у крестьян и донских казаков в руках пребывало 165 миллионов десятин, а у помещиков всего 53 миллиона, из которых существенная часть сдавалась в аренду низшим слоям населения. Статистические данные за 1916 год говорят нам интересные факты. В арсенале у сельского населения присутствовало 90% пашенных земель, 94% территорий для выращивания скота в европейской части России и 100% в азиатской. Историки заявляют, что в отличие от стран Европы, Франции, Англии, Испании и Италии, где большая часть земель пребывала у частных латифундистов, в России земля принадлежала малым крестьянским общинам. По иронии судьбы, после революции 1917 года с лозунгом «Землю крестьянам» государство создало колхозы с наемными батраками. На самом же деле земли у селян отобрали, а неугодных с коллективизацией расстреливали или отправляли в ссылку. Экономика и благосостояние населения. В это мало верится, но Россия в начале XX века занимала 4-е место в рейтинге стран промышленных гигантов, причем темпы роста в период с 1890 по 1914 год были самыми высокими. А в плане общего объема сельскохозяйственной продукции ей не было равных. Во время царствования Николая II существенно улучшилось благосостояние населения. Основные показатели благосостояния населения. За 20 лет правления население страны возросло на 40%. Потребление ходовых продуктов питания увеличилось в 2 раза.
Вклады граждан на 1894 года составили 300 миллионов рублей, на 1913 год — 2,2 миллиарда. Заработная плата обычных рабочих в России была меньше, чем в Англии и Франции, но купить товаров на нее можно было больше. Богачи в то время владели коммерческими банками, сахарными заводами, фабриками, рудниками. Они не только приумножали свое благосостояние, но и активно занимались меценатством. К примеру, Савва Мамонтов. По мнению европейских экономистов тех времен, если бы экономика России развивалась теми же темпами, а дела европейских стран шли бы аналогично периоду с 1905 по 1912 год, то наша страна к середине прошлого века стала бы лидером среди стран всей Европы, не только в экономическом, но финансовом и политическом плане. До революции проводились исследования питания крестьян. Сведения на этот счет охватывают 13 губерний Европейской России за период 1896-1915 годов и характеризуют потребление следующего набора продуктов: хлебные, картофель, овощи, фрукты, молочные, мясо, рыба, масло коровье, масло растительное, яйца и сахар. В исследовании Миронова говорится, что крестьяне в целом получали в день 2952 килокалорий на душу населения. При этом взрослый мужчина из бедных слоев крестьянства потреблял в сутки 3182 килокалорий, середняк — 4500 килокалорий, из богатых — 5662 килокалории. Труд на селе оплачивался следующим образом. В черноземной полосе, по данным за 1911-1915 годы, в период весеннего посева работник получал 71 копейку в день, работница — 45 копеек, в нечерноземной полосе — 95 и 57 копеек соответственно. Во время сенокоса плата повышалась до 157 копеек в черноземной полосе, в нечерноземной — соответственно 119 и 70 копеек. И, наконец, на уборке хлебов платили так: 112 и 74, 109 и 74 копейки. Средняя зарплата рабочих в Европейской России по всем группам производств в 1913 году составляла 264 рубля в год. Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать порядок цен тех времен. Вот данные справочника «Россия, 1913 год». Плата плотнику за один день работы в Москве в 1913 году составляла 175 копеек. На эти деньги он мог купить мука пшеничная, айсорт, крупчатая, 10,3 килограмма, или хлеб ситный пшеничный крупчатый, 11 килограммовили говядина, айсорт, 3 килограмма или сахарный песок, 6 килограммовили свежий лещ, 3 килограмма или масло подсолнечное, 6,1 килограмма или каменный уголь, донецкий, 72,9 килограмма. Многие рабочие имели до революции землю. К сожалению, мы располагаем соответствующими сведениями не по всем регионам страны, но в среднем по 31 губернии доля таких рабочих составляла 31,3%. При этом в Москве 39,8%, в Тульской губернии 35,0%, Владимирской 40,1%, Калужской 40,5%, Тамбовской 43,1%, Рязанской 47,2%. Данные взяты из книги А. Г. Рашина «Формирование рабочего класса России». Интересная статистика по доходам дореволюционной интеллигенции приводится в работах С. В. Волкова «Интеллектуальный слой в советском обществе и почему РФ еще не Россия». Оклады младших офицеров составляли от 660 до 1260 рублей в год, старших — 1740-3900, генералов — до 7800. Кроме того, выплачивались квартирные деньги — 70, 250, 150, 600 и от 300 до 2000 рублей соответственно. На первый взгляд может показаться, что эти цифры противоречат тезису Миронова о сравнительно небольшой дифференциации доходов самых бедных и самых богатых слоев в царской России. Однако это не так. Миронов сравнивал 10% наиболее обеспеченных с 10% самых бедных жителей страны, а цифры Волкова относятся к очень узкой группе населения Российской империи. Министров, губернаторов и других крупнейших представителей властвующей элиты было совсем немного. Высших чинов,
составлявших первые 4 класса имперской табели о рангах, насчитывалось порядка 6 тысяч человек. Обвинители Российской империи, пытающиеся доказать деградацию царизма, любят утверждать, что средний рост солдат в империи уменьшался. Логика проста: стали хуже питаться, чаще болеть и тому подобное. И вот результат: в армию поступает все больше хилых и низкорослых. Куда, мол, пропали суворовские чудо-богатыри? А вот реальные данные, которые приводит крупнейший отечественный специалист в сфере исторической антропометрии профессор Миронов. Год рождения новобранца — 1851-1855. Рост 165,8 см, год рождения новобранца 1866-1870, рост 165,1 см, год рождения новобранца 1886-1890, рост 167,6 см, год рождения новобранца 1906-1910, рост 168,0 см. Для сравнения, рост новобранца в Германии в 1900 году составлял 169 см, а во Франции — 167 см, то есть Россия находилась по этому показателю на уровне самых развитых и благополучных стран Европы. Между прочим, в суворовские времена средний рост рекрутов был около 161-163 см, что значительно ниже, чем рост новобранца периода правления Николая II. Поэтому тезис про суворовских богатырей, якобы превосходивших своих потомков в росте, не подтверждается цифрами. Кстати, манипуляции с ростом — это шаблонный прием черного пиара. Как и следовало ожидать, последнему царю лично досталось и по этой части. Его называют едва ли не карликом. Да, рост Николая составлял 167-168 сантиметров, что по нынешним меркам немного, но он родился в 1868 году, а тогда рост новобранцев был примерно 165 сантиметров 1 миллиметра. Причем нельзя забывать, что в армию старались брать людей повыше и покрепче. А коль скоро Николай был выше среднего рекрута, то тем более его рост превосходил средний рост мужчин его поколения. Более того, предыдущие поколения мужчин были еще ниже, то есть последний царь России был заметно выше подавляющего большинства населения нашей страны. Идем дальше. Оценивая экономические и социальные показатели Российской империи, нельзя не сказать об одном часто встречающемся статистическом фокусе. Когда подушевые показатели нашей страны сравнивают с достижениями других государств, то у России учитывают все население, а у других стран берут в расчет только население метрополий. Характерный пример — Британская империя, в которой тогда проживали около 450 миллионов человек. Колонии были гигантским рынком сбыта английских товаров, к тому же поставляли в метрополию сырье, а когда началась Первая мировая война, жители колоний воевали на стороне Британии. То есть как использовать колонии в своих интересах, так это все одна страна. А как речь заходит о расчетах подушевых показателей, то сразу колонии становятся чужими. Помните детскую сказку про мужика, который делил с медведем вершки и корешки? Вот это самое оно, и те же рассуждения относятся к Франции и Германии. Кроме того, сравнение подушевых показателей стран с разной возрастной структурой некорректно. Ведь маленький ребенок никакого вклада в экономику не дает, поэтому чем больше детей в обществе, тем ниже подушевые показатели. Правильнее делить абсолютные валовые показатели не на все население, а только на трудоспособное, либо на число домохозяйств. В связи с этим надо иметь в виду, что в начале XX века в России наблюдался демографический подъем, и детей было много. Общая численность населения страны в 1913 году была порядка 170 миллионов человек, а прирост составлял примерно 1,7% в год. И это тоже важный показатель, но о нем следует говорить отдельно.